Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Не попадитесь в ловушку. Что же это будет за ловушка? Давайте разбираться вместе. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ой, какой вы такой правдолюб. Вы человек, который, возможно, даже в некоторых моментах можете быть и конфликтным, и вспыльчивым. Почему вы такой стали? Из-за любви. Вы стали более вспыльчивым, более, может быть, даже жестковатым, более хладнокровным. Вот именно из-за любви. Потому что вот мне сразу показывает, у вас как будто, знаете, вот были отношения, у кого-то сейчас, возможно, есть, в которых вы, с женщиной реально вот как будто воевали, да? Женщина была каких-то вот мужских таких энергий, да, мог быть характер мужской. Она такая, вы знаете, обычно их называют генеральша в юбке, да, вот мужик в юбке, по-разному. Она, во-первых, что такая очень негативная, женщина очень властная, очень самовлюбленная, ну, воительница, амазонка такая, да, вот я даже не знаю, какими словами ее назвать. Она из тех людей, которые пойдут просто по трупам. Вот она, чтобы своего добиться, она ни на что и ни на кого не посмотрит. Поэтому особенно вот те, кто сейчас пребывают, простите, те, кто сейчас пребывают в таких энергиях, те, кто в таких отношениях, да, находятся сейчас, я бы вам советовала очень сильно задуматься, а стоит ли продолжать, да, вот быть такой женщиной. Потому что дальше будет только хуже. В вашей жизни присутствовало, либо же присутствует вранье. От кого? Снова мне показывают, что это связано с отношениями. Это связано с любовью. Причем вы обманывались, да? Вот вы обманывались, вы знали прекрасно, что вы вообще вот по жизни такой человек, который много чего знает, умеет и может. Но опять-таки вы где-то закрываете глаза, вы стараетесь обходить острые углы, несмотря на то, что вы порой становитесь довольно агрессивным, когда вас выбесят, да? Нужно постараться, чтобы вас выбесить, но тем не менее вы стараетесь как можно дольше себя сдерживать, вы пытаетесь по-мирному как-то урегулировать все ваши проблемы. Но вот как-то не везет вам с женщинами, да, вот не везет. И вот именно вот эта вот жизнь такая, как на вулкане, она вас закалила, она сделала вас более нервным, она сделала более вспыльчивым. Кто-то из вас, возможно, даже ночами не спит, плохо себя чувствует. То есть вы какой-то период пребывали, либо же кто-то сейчас пребывает, как будто в хроническом стрессе. Что еще сказать о вас? По деньгам у вас, плюс-минус стабильно, да? Я не могу сказать, что у вас есть какие-то финансовые проблемы. Хотя, конечно же, всегда хочется больше. Денег много не бывает, как говорится, да? Далее, я еще, знаете, хотела бы остановиться на том, что вот жизнь вас испытывает. Вы становитесь, да, пусть более вспыльчивый, но душа ваша не меняется. Вот вы как были, все равно человек, на которого можно всегда положиться, человек, который всегда протянет и руку помощи, вы всегда будете воевать даже за ближнего своего, да, вот если можно так назвать. Вы будете заступаться, защищать, вот в таком ключе вы будете всегда помогать слабому. Может быть, даже кто-то, я не знаю, там бездомной собачке и то поможет. Понимаете, вот внешне вы можете быть гроза народов, вы можете быть в каких-то проявлениях жестким, холодным, сдержанным, особенно вот с женщинами, которые делали вам больно не один раз. Но что касается слабых, тем более животных, вот здесь вы, конечно, таете. Женщины – это у вас отдельная категория, которую вы,
Ну, кто-то недолюбливает, кто-то с опаской относится, кто-то довольно настороженно. Ну так, знаете, как ежик вы к женщинам. А вот старики, дети, слабые, животные, да, это всегда, вот эта категория всегда может рассчитывать на вашу помощь, на вашу поддержку. Я бы отметила еще, знаете, что среди вас есть люди, которые могут, ну, я не скажу, что прям отомстить, да, но вот как-то отыграться обидчиком вы можете. Вот напишите, ребят, по-честному. Вот если вас обидят, вы все равно где-то, да, отыграетесь. Вот вы все равно человека каким-то образом, ну, поставите на место. Есть такой момент в вашем характере. Вас обижать нельзя, потому что вы где-то можете смолчать, но потом вы окунете и сделаете приятно, да, уже в кавычках. Типа face em up table, да? Так, далее. Да, вы можете, вот смотрите, мне даже показывают, что вы периодически, бывают такие ситуации в жизни, вы можете упасть на мороз, да, вот включить, вот, хоть вы и мужчина, но включить блондинку, так скажем, да, там дурачком прикинуться, а потом сделать выводы, сделать по-своему, да, и принять уже кардинальные какие-то решения. В вашей жизни начинались новые периоды, однозначно. Вот были какие-то трансформации, были вот именно, ну, скорее всего, здесь проиграется вот после таких вот холодов, конфликтов и проблем женщина, и здесь расставание. У каждого это свое расставание, мы не будем туда углубляться, но женщины теперь это, знаете, для вас какое-то такое существо, которым вы наслаждаетесь издалека. Я не говорю это про всех, но у большинства у вас есть недоверие. У большинства из вас есть отголоски прошлого, то есть осадок, да, вот тот неприятный осадок из прежних отношений, который вы, ну, не можете ни выбросить, ни забыть, да, этот осадок находится внутри вас. И как бы женщины с вами не флиртовали, не заигрывали, вас теперь очень тяжело влюбить в себя. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы растопить ваше сердце. Я не знаю, что сделать, чтобы, ну, реально вы стали таким, каким вы были раньше. Потому что раньше вы, ну, не были таким жестким, вы не были вспыльчивым, не были таким, может быть, хладнокровным, что ли. Я не говорю, что вы плохой, ни в коем случае, ребят. Вы знаете, я вас всех люблю и обожаю. Но просто у вас израненная душа. Вас закалила жизнь, и прежде всего ваша женщина таким сделала, понимаете? Поэтому вот как-то так. Давайте теперь смотреть, в какую же ловушку вам нельзя попадать. Будьте осторожны, в вашей жизни попадется, ну, встретится, да, назовем так. Встретится женщина, она будет, ну, безумно хороша собой. А мужчина и то, что мужчина любит глазами, это святое, да? Ну, никуда не денешь. Это ваша природа, и от этого вы никуда не денетесь. Вы познакомитесь с женщиной, которая будет, ну, реально, она и фигуристая, она и моложе вас, то есть она довольно хорошо выглядит, она ухоженная, она такая вот, ну, довольно сексуальная даже. Таким женщинам оглядываются вслед даже женщины, не только мужчины. Вот она настолько хороша собой, что она просто всех притягивает. Вот как когда-то ведьмы были, да, вот женщины-ведьмы, которых сжигали на костре, они были безумно хороши, да, вот что-то такое манящее в них было, вот холодная какая-то красота. Здесь будет подобная ситуация. Женщина двуликая, женщина лицемерная и женщина довольно опасная. Чем опасная? Смотрите. Она покажется сначала вам довольно такой веселой, классной, общительной. Она реально умеет общаться с мужчинами, она умеет себя вести. Такие женщины умеют в себя влюблять мужчин. Вот с легкостью, потому что у нее уже сама энергетика такая, что ничего, в общем-то, не нужно делать. Мужчины, как, я не знаю, как теленок на поводке, он пойдет за ней. Поэтому смотрите. В
чем опасность? Женщина неискренняя. Она будет рассказывать сказки. Она будет рассказывать и про свою какую-то несчастную любовь в прошлом, да. Она будет рассказывать, какая она была бедная, несчастная, вообще ее нужно пожалеть. Она очень хочет любви, она ищет любви, вот в таком ключе, да. Обращайте на это внимание. Она может рассказать, что она безумно одинока, она не знает, как ей жить дальше. Может про финансы что-то там наплести, тоже какую-то историю, что у нее могут быть проблемы по работе, там либо же ее увольняют, сокращают. То есть она будет втирать по полной программе. Но женщина, привыкшая по своей сути, да, использовать мужчин. Вот в чем подвох, вот в чем лицемерие. Я бы сказала, что с такими женщинами лучше не связываться от слова совсем. Вот как бы вас к ней не тянуло, да, ну не связывайтесь. Она вам расскажет про свою такую жизнь, которую сначала вы, ну как в ловушку попадете, вот она такая бедная, несчастная, сначала вы пожалеете ее, потом вы захотите помочь, да, она придумает сказки, что ей и то, и это нужно, да, она такая бедная, несчастная, помочь ей некому. Потом вы начнете все больше в нее влюбляться, вы поймете, что вот она такая вся одинокая, она такая вся красивая, она такая умная. У таких женщин, как правило, очень хорошо поставлена речь. Они начитаны и про технику НЛП, если кто знает, посчитайте. Это техника манипулирования людьми. Она настолько вот умеет свои сети, вот она как паучиха, да, ну, знаете, вот как паучиха плетет сети, вот точно так вы можете попасться. Она использует мужчин в каких смыслах? Ну, помимо постели, да, постель это само собой, она очень хорошая любовница, она довольно умелая, опять-таки, потому что она начитанная, она знает, где мужчине нужно почесать за ушком, как с Бобиком пообщаться, как его покормить, приласкать и так далее. То есть здесь шикардос. Но вот она влюбляет мужчин, она выуживает либо подарки, либо деньги, да, вот каким-то образом, вот этими сказками. Она очень хорошая актриса. Она использует, причем разных мужчин, может даже одновременно. Вы даже не будете знать, что у нее есть еще кто-то на стороне. Вот вы будете думать, что у вас с ней отношения начались. Она вам скажет: ой, дорогой, прости, я занята, да, сегодня не могу встретиться, а сама пошла на свидание к другому. Вот в таком плане. Поэтому будьте очень осторожны, понимаете? Я не призываю там слежки какие-то устраивать или еще что-то. Но будьте очень осторожны. Именно вот такая женщина, которая, ну чертовски хороша, ее, ну так и хочется назвать. Понимаете? Она в чем вот подвох? Смотрите, у нее мужчины падают. Она мужчин заманивает в свою ловушку, еще раз говорю. Она добивается каких-то денег, подарков, привилегий, и в скорости она их бросает. Она просто делает больно людям. Вот просто идет по живым людям, так сказать, да. Кто может повестись? Конечно, кто может повестись, но будет очень плохо, ребят. Вот она разобьет вам сердце, я понимаю, что вы тоже живые люди, да, вы можете на прекрасное повестись, тем более, ну, довольно сложно будет понять, что она врет. Довольно сложно. Поэтому, я не знаю, можете как-то, я не знаю, перепроверьте, что-то придумайте. Но я не скажу, что не нужно лазить ни по телефонам, не следить, ничего. Слушайте свою интуицию. Вот прежде всего, она никогда не обманывает. Но если вы поведетесь на ее сладкие речи, просто она разобьет вам сердце в очередной раз. Вот она как раз мужчин поматросит и бросит. Вот такие женщины, они реально тупо используют мужчин. Больше у нее целей нет. Чем больше она мужчина охмурит, тем больше у нее будет и денег, и каких-то других выгод, понимаете? Подарков, может быть, там поездок, еще что-то.
Слушайте свою интуицию, и она вас никогда не подведет. И, конечно же, будьте осторожны и не попадитесь в эту ловушку. Вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!